Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать. Что идет в вашу жизнь, что нового, или как все обернется. Давайте узнаем, что же случится. И мы не ставим временных рамок четких. Почему? Потому что 3 транзита влияют на последующие события, на нашу жизнь. И это основные 3. Первый — Плутон, который теперь надолго поселился в знаке зодиака Водолей, наш на 20 лет. И есть у нас еще Нептун, который находится в своей обители в знаке Рыб, где ему наиболее комфортно. Но до 7 декабря это еще ретро-движение, а после с 8 это прямое, директное, но опять же в знаке зодиака Рыбы. Нептун — это какие-то иллюзии. Может быть, это наши прежние, ну, как мировоззрение, наши цели, которые мы можем пересматривать. Может быть, некоторое прозрение, когда мы понимаем, что да, что-то уже не может быть продолжено, или мы не хотим. Мы можем также задуматься о том, почему я забыла о своей мечте, почему я решил, что у меня это не получится. Вот такое прозрение тоже не исключено. И планета Уран, вторая по значению, наверное, после Плутона, которая связана с переменами. И это находится в знаке зодиака Телец. Телец — это символ нашего благополучия, стабильности, материализма какого-то в хорошем смысле. И до 30 января Уран будет в Тельце, в ретро-движении, а потом опять же остается в Тельце, но уже прямое движение. То есть что-то проясняется, меняется, мои дорогие. Давайте узнаем, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, как изменится ваша реальность, мои дорогие, и с чем это или с кем будет связано. Судьбоносный период, эпоха, в которой мы все, без исключения, проживаем с вами, сам по себе может означать некоторые неожиданности. Может быть, и внешние факторы, которые на нас тоже влияют. И переход Плутона в Водолей. Начало как долгого периода, я говорила, меняет и цели, и статусы, меняет и карьеру, и возможности. И наш социум мы можем пересматривать, а также направление вообще, в принципе, наших интересов. Много эмоций, самых разных, как и радостных, так и не очень, может быть. Поэтому, может быть, есть смысл отпустить то, что не может быть продолжено, или как раз пересмотреть то, в чем мы застряли. Прекрасный период. Но не в 1 месяц, и тем более не в 10 каких-нибудь дней, а вот на несколько месяцев. Итак, с чем это может быть связано? Важное событие. Мои дорогие близнецы, как видят карты Таро, будем, конечно, реалистами. Что нового войдет в вашу жизнь, или как это видят, опять же, Таро? Что завершится, или от чего вы откажетесь сами? Неожиданности. Что вас будет радовать и что вам будет помогать? А что может препятствовать или мешать осуществлению задуманного? И следующая карта — события, которое изменит как раз вашу жизнь. Или жизнь, может, меняется, и как это меняет вас, мои дорогие. И у меня еще одна новая колода. Это у нас Таро оракульные карты Ли Анджелей Дель Куоре. Это ангелы сердца. И оракулы, 44 карты, это как мини-руководство. Больше они говорят о личной жизни. Я думаю, что для многих это актуальный момент. И я буду вам благодарна. Я вообще благодарна за ваши комментарии. Я с удовольствием читаю их. Спасибо, что вы пишете, откликаетесь, делитесь теплом своей души. Но вот по части этой колоды, мои дорогие, буду дважды благодарна, потому что есть намерение сделать какие-то личные расклады или на личную жизнь именно больше как бы на этой колоде. Вот я продумываю, каким образом это осуществить. Но в нашем раскладе я достану одну карту, посмотрим, какова будет подсказка оракула. Может быть, это где-то и личная жизнь на этот период. Или это затрагивает партнерские отношения в принципе, ведь они могут быть не только в сфере личных интересов. Итак, что же за важное событие, какой-то конфликт, какая-то первая победа у вас закончится? Вы что-то будете пересматривать тут. И, может быть, те постулаты, которые были для вас совершенно невозможными,
Теперь вы понимаете, что, к примеру, зря там с кем-то конфликтовал, а вышло так, что мы просто друг друга не поняли. Диалоговая форма, она имеет значение, это точно. Потому что не смогли с кем-то, с чем-то договориться. Или по этой карте мы как будто можем, кстати, признать собственные ошибки, что погорячились. Или, ну, видение вопроса, проблемы, темы было, может быть, неправильное. Давайте узнаем, раскроем несколько эту карту. И вот здесь как раз примириться. Или словно, может быть, издать назад немножко, но для себя что-то, ну, как лучше осуществить. Или наоборот, использовать какую-то возможность. С какой сферой жизни или с чем это может быть связано, мне интересно. О, карта Император. Это вы, мои дорогие близнецы, как и девочки, так и мужчины, Император. Это вы могли на чем-то на своем настаивать. А теперь и эту победу получили. Вы сделали что-то так, как вы хотели, но вам это не принесло ни вдохновения, ни пользы. И вы понимаете, да, победа есть, но вот она именно первая. Может быть, не стало или не нужно было на чем-то настаивать, или мне нужно было поступить как-то по-другому. Это вопросы могут быть связаны, кстати, у кого-то с семьей, у кого-то с решением каких-то важных деловых бумаг, может быть, и не деловых. Может быть, по части вашего благополучия, имущества, денег. Но вот суть-то в чем? Что проявили волю, да, получили то, что хотели, но как-то не вдохновляет. Что еще? А здесь вам судьба дает второй шанс переделать. И надо сказать правда, кто смотрит это видео именно в ноябре, может быть, декабре, вот это ретро-движение, я не случайно о нем уделила больше внимания и сказала, потому что мы можем, как пересмотреть брачные контракты, договоры, мы можем пересмотреть также контракты по работе, договоры, какие-то бумаги, соглашения, мы можем что-то с приставкой переделать, передумать, переписать. Может быть, это и будет связано с какой-то диалоговой формой, потому что все-таки этой победы, которая никому не нужна. Или какая-то пустая конфронтация. Мы от нее ничего не выигрываем. И здесь словно высшие силы вам играют на руку. Не упустите какую-то возможность. Тут будут именно высшие силы. Назовите это судьбой. Назовите, ну, помощью Вселенной, как угодно назовите, потому что два старших аркана. И старшие арканы, они никогда просто так не выпадают. Во-первых, их не так много в этой колоде, да в любой колоде. И когда один за одним, это значит, есть что-то, словно в пространстве, в обстоятельствах вокруг вас. Когда вы что-то не должны упустить из своих буквально рук. Потому что колесо фортуны. Фортуна, если почему и колесо чаще показывается, потому что колесо все время вращается. Бывает период, когда идет оно наверх, а потом неизбежно будет какой-то спад. Поэтому и не упусти момента, нам говорят. И сделать для себя что-то очень хорошее. Карта заслуженного успеха. Хоть это и шестерка мечей, но это всегда именно заслуженного успеха. Поэтому как взять новые ориентиры или взять новое направление. Изменить, может быть, свое мнение. Для кого-то из вас куда-то вы собирались прежде в одном направлении, может быть, действительно направление в плане переезда изменить. Изменить мнение о человеке, все что угодно. Может быть, по части вашего бизнеса, работы, творчества. Когда вы будете что-то развивать, но по-другому, в каком-то новом контексте. Но, может быть, прежде это был некоторый страх, как боязнь перемен, мои дорогие. Такое тоже бывает. Почему? Потому что для того, чтобы что-то начать по-другому, у нас есть страх. Нам нужно как будто отчалить вот на этой лодке от прежнего берега. А мы еще не знаем, что нас там ждет. И поэтому мы себя сковываем. Нам вроде бы как здесь уже надежнее, понятней. У нас уже все проиграно, у нас уже все просчитано. Но, а что там? А вдруг какая-то неизбежность или какая-то неприятная неожиданность? У нас не хватает где-то упорства или мужества идти вперед. Но вот теперь уже хватает. Здесь хватает сил, поддержки высших сил, в том числе. И, может быть, более благоприятная ситуация как раз решить какой-то вопрос
может быть, и очень сложный вопрос, но у вас, мои дорогие близнецы, определенно получится. И знаете, я должна сказать, что вы ведь себя в последующем поблагодарите, что у вас хватило мудрости, гибкости, ну, может быть, и настойчивости, или где-то смелости, мужества, чтобы что-то переиграть, словно вот это колесо истории. Ну, как бы вспять. Может быть, немножко и отступить, полшага назад, для того, чтобы выбрать правильные более ориентиры, чтобы потом сделать какой-то квантовый скачок, для того, чтобы двигаться вперед, в будущее. Ну, вот это будет и есть важное событие. Может быть, оно и касается каких-то пересмотра ваших планов, мои дорогие. Что нового войдет в вашу жизнь, давайте узнаем. Ну, тут все новое, вот тут колесница, все то, что я сейчас сказала по вот этим 3 выпавшим картам. Это карта успеха тоже. Это мужские энергии, поэтому, мои дорогие девочки, на какая-то решимость. Самое главное, не оглядывайся назад. Кстати, если у вас с кем-то был конфликт, закопайте топор тогда войны. Если вы возвращаете какие-то отношения, к примеру, или вы возвращаетесь в отношения, вам, может быть, что-то вас не устраивало, может быть, это касается дела, работа, бизнес, труд, ваша занятость, и тоже какая-то прежняя история, но в новой концепции теперь продолжится, то не вспоминай былое. Вот этот момент он есть. Как будто отстраивай все по-новому, в каком-то новом ключе. Ведь это карта того успеха, как солнце, которое сияет, манит и где-то обещает прогресс, мои дорогие, по сути дела, будущее. У кого-то что нового войдет в вашу жизнь? Это может быть связано с переездом или какой-то очень важной поездкой. Может быть, это где-то и решение материальных тоже вопросов как-то по-новому. Может быть, и приезд человека к вам. И этого я тоже не исключаю. Давайте мы посмотрим, что же завершится или от чего вы откажетесь сами. У кого-то именно завершатся вопросы, которые, понятно, 10 пентаклей не завершится. Но нам ведь сказали, какая-то концепция меняется. Не случайно у вас выпадали карты 2 старших аркана, император и колесо фортуны. И это внешние обстоятельства меняют ваше отношение, может быть, в семье друг к другу, заставляют вас более внимательным, может быть к друг другу, а не небрежным. Или гасят как раз вот этот конфликт, если это был в вашей паре. Такое я могу себе тоже предположить. Что-то завершится, то, что касалось недвижимости, ваших денег или способов заработка, тут тоже может претерпевать изменения. Может быть, некоторые документы вы будете составлять, но это уже, опять же, с приставкой «пере». Какой-то пересмотр чего-то идет. Как дела, работа, бизнес, опять же, документы, может быть, семья, недвижимость или все вместе связано. Может быть, вы будете договариваться со своими домочадцами по поводу тех или иных продолжений, событий, или как видите вы решение того или иного вопроса, и как видят они. Может быть, прежде как раз был какой-то конфликт, и он касался именно вашей семьи. Не обязательно вашей пары. Или даже если вы один или одна, может быть, был конфликт с родственниками. Такое я тоже могу допустить. Но, значит, здесь может быть восстановлено, по крайней мере, какое-то перемирие или принято Соломоново решение, но закопать топор войны определенно можно. Здесь как раз завершается прежнее, у кого-то может закончиться даже одиночество, я могу такое предположить. И вот тот император, который выпал, вы прежде хотели вот как-то по-своему, а теперь понимаете, что, а нет, вот если я буду действовать только в согласии со своими какими-то принципами и не учитывать, кстати, с 5 мечей, а именно в соединении всех карт, которые мы с вами уже доставали. Так вот, если я буду настаивать на каких-то своих принципах, у человека-то ведь тоже есть эти принципы. Это же не что-то амебоподобное. У человека тоже свой взгляд на жизнь, на мир, свое мировоззрение. И самое главное, от того, как мы сумеем договориться, как мы сумеем смотреть в одном направлении. Не случайно еще и колесо фортуны и колесница. 2 старших аркана. От этого и зависит наше счастье. Поэтому я больше вижу, по этой карте вы сумеете именно что-то даже восстановить или отстроить в каком-то другом ключе. Давайте мы немножко проясним все же, от чего же вы-то вот откажетесь. А какой-то выбор вами будет сделан. Смотрите, так получилось, что 2 карты. Паж
мечей. Это когда мы кому-то что-то доказываем. Или мы можем и не доказывать, а взять и уйти. Мы видим одно направление и избираем одно направление. Но есть и другой смысл, другая колода. И как раз по ней паш мечей проходит так, что мы двигались в одном направлении, потом мы понимаем, что это тупик. И мы умеем признавать свои ошибки. Вот у кого-то признание собственных ошибок. Был выбор, и теперь этот выбор как-то делается по-другому. Или аркан в этой колоде – это действительно аркан любящих друг друга людей. Поэтому какая-то спора между близкими, между родными. Ну или пусть это даже где-то, хотя больше я вижу именно личную ситуацию, мои дорогие. Или связано с недвижимостью, с деньгами и с вашей семьей одновременно. Или какой-то статьей дохода вашей семьи. Здесь может быть пересмотром. Что же еще? От чего вы откажетесь? Выбор как будто переделаете, пересмотрите. Вот все то, что я сказала, карта силы. Здесь может быть очень притягательный человек противоположного пола. Может быть, вы уже проанализировали ваши прежние отношения и понимаете теперь, если от чего-то прежде отказались, тут вы можете подумать, что нет. Для меня это очень... И чаще это карта женской силы. Так вот, мои дорогие девочки, это ваша сила. И, кстати, сила в слабости. Вы можете как раз быть очень тоже как бы притягательны для своего партнера. Он пересмотрит вашу силу тоже. И у вас, тем не менее, тоже есть возможность тут и к вам может в жизни вернуться партнер или какая-то ситуация, ну, как любовь с новой силой или отношения, но в каком-то новом ключе. Вы дороги для кого-то, мои дорогие девочки, это точно. Ну, а для мужчин тогда это будет значить какая-то важная женщина в вашей жизни, когда вы тоже от чего-то не откажетесь или пересмотрите отношения. В чем еще? Но дипломатом быть стоит. Все-таки энергетика, как у мага. Мы тут именно договариваемся и делаем правильный выбор. Вот посмотрите, у вас что-то судьбоносное. И дело даже не совсем второе. И если прежде у нас выпал вот две карты, и в том числе почему-то паш мечей. Видимо, он подтверждает, что был какой-то конфликт. И вот теперь посмотрите, опять 3 старших арканов. Арканы влюбленные, аркан силы. И как у мага энергетика. Ну, еще и 21-й старший аркан – мир. Действительно, какое-то перемирие, и все то, что я говорила до этого времени, это для вас имеет двойное, наверное, значение. С другой стороны, увидеть мир, строить уже со своим партнером новые планы. Может быть, и как друг, дружба какая-то была, и к вам теперь возвращается, или подруга, или когда отношения, ну, может быть, и была как ссора какая-то мелкая, или мелкое недопонимание, которому вы по какой-то причине придали глобальное значение. А здесь вот это завершается. Какие-то распри завершаются, я бы сказала так. И начинается, может быть, история с тем человеком, которого вы знали, но совершенно в новом ключе. И в зависимости от этого будут вами уже и пересмотрены какие-то позиции по деньгам, может быть и по недвижимости, может быть и по работе. Такое тоже могу допустить. Или по графику работы. Ну и в планом вообще вы останетесь довольны. Потому что в чем-то вы ставите, вот если выбор есть, то 21-й старший аркан, этот выбор мы уже сделали, и нам от этого просто очень хорошо, мои дорогие. Давайте идем дальше. И следующая карта у нас будет неожиданности. Что же? Ух, карта мага. Это у вас такие возможности, мои дорогие. А вот посмотрите, кстати, на дне колоды вот дополнительные карты, что доставала. Десятка пентаклей. Вот оно не уйдет никуда от вас, понимаете? Благополучие, счастье, радость. Но, видимо, оно стоит на кону. Вот в этот период, вторая половина ноября, декабрь, январь, февраль, март. Что-то основополагающее для вас решается. И вам Вселенная. И, кстати, попланетарно, ведь у вас благополучный период. И в неожиданностях это ваши возможности. Со всеми договориться. Какую-то историю переиграть, пересмотреть.
улучшить, для себя что-то, как квантовый скачок совершить. Иногда карта колесницы об этом и говорит. Главное, не оборачивайся назад. Тебе отсюда только вперед, как в неожиданностях вашей возможности. И нет ничего невозможного, практически неограниченные эти самые возможности. Что вас будет радовать, что вам будет помогать? Принцесса мечей. Ну, видимо, прозорливым и внимательным она сидит и смотрит в трубу подзорную. Словно видеть нужно будет в 3 измерениях. Будут те пункты, в которых нельзя замечтаться. Какие-то вопросы вам придется решать самому или самой. И при этом, мои дорогие близнецы, нужно быть более чем реалистом. Маг, кстати, он великий реалист. И здесь словно 3D-измерение, когда мы видим и прошлое, и настоящее, и будущее. Мы правильно анализируем. И есть такой момент, что мы не должны быть где-то, с одной стороны, есть те вопросы, когда какая-то мягкотелость или излишнее соглашательство могут помешать. Может помешать даже где-то наивность. Значит, где-то не случайно переворачивалась карта, вернее, я ее сама достала, император. Вот эти императорские энергии, мои дорогие близнецы, как и мужчины, так и мои дорогие девочки, все-таки они останутся. Какое-то вами важное решение должно быть принято, потому что это и есть важное событие, которое в целом запускает целую серию перемен. Но это после вашего выбора. Вы не можете расслабиться. Вам придется все контролировать. И если мы спросили, что будет помогать, вот именно ваш контроль. Вы не можете ослабить этот контроль. Нет, он вам помогает. Что может помешать? Это какая-то, может быть, ну, как внутренняя философия, ваши сомнения. А может быть, будет что-то лучше, например. Вот, кстати, вот этот такой пункт вполне вероятен. Или когда вы какие-то вопросы, это у нас верховная жрица, та, которая все знает, может помешать вам конкретно, когда, может быть, некоторые темы вы не захотите, ну, где-то прояснить или проговорить откровенно. Конкретно может помешать какая-то ваша тайна, которая впоследствии станет явью. Поэтому по максимуму, чтобы не было какой-то недосказанности, чтобы еще раз не повторилась какая-то 5 мечей или пирова победа. Вот будьте где-то сами искренне в первую очередь самими собою, чтобы понимать, чего вы хотите достичь или куда вы намереваетесь прийти. Какой конечный пункт развития ваших отношений, или насколько долго вы, или насколько глубоко готовы в эти отношения окунуться. Мир ответственности, я имею в виду в первую очередь. Но, тем не менее, что какая-то тайна может открыться, все же эта карта неизвестности. Может быть и интуиция, которая работает вроде бы неплохо, но иногда мы путаем интуитивные подсказки с нашей вот этой как раз глубокой философией на мелком месте. Вот этого может помешать. Причем это старший аркан, помешать может здорово. Может помешать еще и также, если вы будете где-то слушать советы посторонних, а сами что-то додумывать. Можно тут надодумывать такого, что не имеет ничего общего с реальностью, понимаете? Вот как-то так. Давайте мы узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Правда, личная жизнь или вопросы каких-то контактов, ключевых партнеров. 6 чаш, иногда карта ностальгии, когда мы просто сидели и думали, представляли и мечтали, а здесь мы можем отстроить что-то в реальной жизни. Сделать сказку былью или перенести какую-то, как мечту в реальность. Может быть, по этой карте и проигрываются какие-то отношения, все то, что мы с вами долго говорили, обсуждали, когда это как раз и происходит в реальной вашей жизни. И как все обернется? Ну, я так вижу, что тут как раз, как я говорила, либо восстановление отношений, либо, может быть, какая-то история для вас больше проясняется. Но от ваших же действий тоже многое зависит. Давайте узнаем, что же за событие, которое изменит вашу жизнь или как все обернется. Ну вот 8 мечей – это карта внутренних страхов. Это мы себе вот такой забор из мечей строим.
Ну и прячемся за ним, потом боимся вылезти буквально. Нам кажется, что весь мир против нас. Нам может так казаться. И это, кстати, нам может так казаться, если мы слушаем чужие мнения, домыслы. Или какая-то ситуация, это аркан умеренности, когда вы что-то сами поставили на паузу. Может быть и так. Или какая-то длительная пауза у вас была. Ваша нерешительность, вот с учетом этих двух карт. Когда все не хватало духу, а здесь должно хватить. Или тогда ничего не меняется. Мы ведь все разные, кто меня смотрит. Ну, правда, тут что-то заново можно начать. Совершенно в новом контексте. И как все обернется. По части отношений все же я так вижу. Будет какой-то выбор. Вы снова окажетесь на выборе, поэтому будьте к этому готовы. Ну, нам, как и сказала, что вроде бы карта, ты должен вот в этом 3D-измерении прошлое, настоящее, будущее видеть. Но у тебя сейчас и маг. Это не совсем какая-то простая ситуация, но решить ты ее можешь. И словно перспективы какие-то уже у вас на пороге. Но выбор, за вас никто не сделает выбор, мои дорогие. Либо сидеть только ностальгировать, либо жить счастливо в реальной жизни. Вот что-то подобное на кону. Десятка жезлов нам такой замученный человек показан. И может быть это какая-то усталость. Усталость у кого-то от одиночества. Или усталость от какой-то неразберихи. И во что можно эту усталость перевести? Королева чаш. Это та, которая любит. Или карта любящего человека. Карта партнерских, опять же, отношений. Причем в реальной жизни. Это карта, взаимодействия всяческого. Это карта эмпатии. И выпадает карта отшельника. Видимо, кто-то сделает выбор, но кто-то на что-то и не отважится. Может быть, отчасти, мои дорогие. Если это вопрос, который касался, допустим, вашего творчества или продолжения какого-то дела, как свой путь по отшельнику, вы, может быть, и вынуждены соединить ваши творческие планы или деловые, финансовые с какой-то личной жизнью. Может быть. И сделать это непросто. Но на кону, если мы говорим события, которые меняют вашу жизнь, вы можете как будто объединить это. Найти время, может быть, для того, чтобы и не быть в одиночестве, и в то же время не махнуть рукой на какой-то свой очень важный проект. Мне интересно, какой совет нам дадут карты. Туз кубков. Взаимодействие, безусловно. И, кстати, две лилии, две кувшинки точнее, как прообраз лилии. И кувшинки, лилии – это символ искренности. Поэтому какие-то важные разговоры, они должны состояться. Самому не стоит ничего додумывать, иначе можно окончательно запутаться и упустить какую-то возможность. И ведь туз кубков – это любовь. Хотя в этой колоде здесь такая любовь, я не могу сказать, что это какой-то жар обжигающий. Нет, это больше забота, внимание, доброта, тепло и, опять же, честность и искренность. Вот как совет. Так, нам дают карты. Что же меняет вас, мои дорогие? Как изменитесь вы? Опять про семью. Вот как ни крути, все-таки кубки. Да, и здесь у нас семья, посмотрите, в полном сборе. И здесь нам тоже по десятке пентаклей показывают. То есть это какое-то согласие, понимаете? Но может быть некоторые согласия, даже по части, может быть, через документы, попросту у вас будут пересмотрены, переоформлены. Ведь это уже где-то карта пентаклевая и материализм или какой-то документ, да, в нашей жизни материальной. А десятка чаш – это эмоции, это эмпатия, это и поддержка, это и благополучие. Это как на ступень выше где-то, чем десятка пентаклей или, как мы говорим, материализм, а это что-то в совершенно новом ключе. Вот вы можете измениться так, что, может быть, мои дорогие близнецы, больше мягкости у вас появится, или какой-то эмпатии, желание любить, быть любимым тоже. Ведь взаимные чувства по этой карте нам говорят. И у нас, посмотрите, дети, семья, понятно, что дом, теплый, уютный дом, совершенно комфортное какое-то другое качество жизни, мои дорогие. Что может быть лучше? Только мечтать. Хорошо, давайте мы с вами узнаем карту совет в этой колоде. Чего это может касаться, да, мои дорогие, решать определенно вам что-то придется. И причем даже вот в этой колоде оракула мы сейчас только с вами об этом говорили, что-то пересматривать.
И здесь конкретно нам говорят решение семейных вопросов. Более того, прости своих родителей, и твоя жизнь станет более радостной, более, ну, с эмпатией, больше с любовью. У тебя не будет, может быть, каких-то блоков. Бывает такое, правда, как обиды даже на наших близких. Вот это все отпусти. Может быть, таким образом какие-то вопросы, вот нам говорят, да, в позиции десятка пентаклей, что завершится или от чего вы откажетесь сами. Может быть, это и есть какая-то отчасти как сожаление, что с кем-то из родителей, может быть, не получилось согласия, может быть, была какая-то даже, ну, как ссора важная, и, может быть, уже человека даже нет в живых. Но это все не важно. Душа, она вечна, мои дорогие. Значит, где-то даже внутренний какой-то диалог, когда вы допускаете, когда вы понимаете, что вы в чем-то ошибались. Вот много карт мы с вами раскрывали, был паж мечей, когда я сказала, что мы как будто видели в одном направлении, мы другого чего-то не видели. А потом до нас понимание это приходит, и вот елки-палки, я был неправ или не права. Поэтому, знаете, будьте добрее к самим себе, мои дорогие близнецы. Будьте добрее и милосерднее к вашим близким, к вашим любимым людям. Не будьте где-то чересчур суровы, строги, как и к себе, так и к тем, кто рядом с вами в целом. Давайте я достану еще одну карту. Что нам она еще подскажет? Вообще карта детей, поэтому взаимодействие может быть непосредственно с вашими детьми. Вопросы вообще в целом вашей жизни, семейной жизни, личной жизни, они в этот период, хоть и мы смотрим период достаточно не маленький, не короткий, вторая половина ноября, и даже с заходом на 3 месяца на 2025 год. Так вот, карта нам о чем говорит? Что здесь быть могли какие-то вопросы конкретно пишут нам родители, и конкретно, что на вашу личную жизнь влияют еще и дети. И понятно, тут у каждого концепция своя, мои дорогие. Значит, есть какие-то контакты, взаимодействия, может быть и разногласия именно с вашими детьми, у кого-то со взрослыми детьми. Может быть, есть какой-то проект, вы что-то хотите осуществить или изменить свою жизнь. И на вас влияют именно мнения детей. И как-то вам придется договариваться, я об этом говорила, внутри семьи. Может быть и так. Мне интересно, дайте еще одну карту. Мы с вами достанем. И карта-то тоже говорит, что да, какой-то диалог явно нужен. Потому что как взаимная зависимость. Разные ситуации, именно взаимозависимые, которые, скорее всего, присутствуют, может быть, отчасти в вашей семье. Именно они каким-то образом будут и влиять на ваше качество жизни. В первую очередь личную жизнь, безусловно. Но, может быть, и любой другой контекст, все же где-то и финансы, и недвижимость. Тут какой-то, может быть, для кого-то из вас целый клубок, мои дорогие, когда и вопросы денег, у кого-то вопросы наследства, у кого-то дальнейшего продолжения отношений или просто даже в плане эмпатии. Может быть, у кого-то и ссора была, такое тоже может быть. Но, видимо, с этим, мои дорогие, вам тоже нужно разобраться. По крайней мере, то, что вы будете более счастливы. Нам, посмотрите, все 3 карты, вот удивительный оракул, нам говорят как раз об этом. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие близнецы. Может быть, для кого-то банально пересмотреть свою личную жизнь. Иногда бывают дети, которые отговаривают от личной жизни своих родителей. И неважно, какого возраста родителей. Вот если вы меня сейчас смотрите, и вы себе единственным фактором говорите, мне много лет, или я слишком стар, или в мое время уже ушло. Поверьте, нет. И если вам даже ваши взрослые дети будут говорить, что нет, это уже, или смотреть на вас, как, ну, где-то на историю вчерашних дней, поверьте, они могут смотреть, они и будут смотреть, потому что они наши дети. Вот именно так. Но вы-то себя должны видеть постоянно молодой. И неважно, какой ваш возраст. Я вас люблю, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.